Suzuki RGV 250 Gamma — это гоночная копия, основанная на 250-кубовых GP-байках Suzuki RGV Gamma V2 Racer, участвующих в гонках с 1987 по 1998 год. Этот мотоцикл пришел на смену RG 250 Gamma в 1988 году и получил индекс VG21. Самым главным его отличием от предшественника был, конечно же, двигатель. Японцы вместо параллельной двойки установили V-Twin. Эта конфигурация была выбрана не за ее мощность, которая была схожа с предыдущей силовой установкой, а за ее компактность. Поскольку V-Twin вибрирует меньше, его можно сделать легче, меньше и на 20% уже. V-образная форма также позволяет двигателю располагаться дальше в раме, снижая центр тяжести. Плюс к этому цельносплавные цилиндры имеют покрытие с низким коэффициентом трения Suzuki Baron Composite, а поршни имеют плоский верх для лучшего рассеивания тепла. В итоге двухтактный двигатель объемом 249 кубических сантиметров с развалом цилиндров 90 градусов выдает 49 лошадиных сил на 11 тысячах оборотов в минуту и 39 ньютон-метров крутящего момента. Максимальная скорость, на которую способен мотоцикл, это 210 км в час. За питание отвечают два 32 мм карбюратора Mikuni с лепестковыми клапанами. Средний заявленный расход топлива 7 литров на 100 км пути. Жидкостная система охлаждения имеет радиатор, полученный напрямую от RGV 500 Racer, а его вогнутая форма направляет горячий воздух через боковые стороны обтекателя. По словам Suzuki, таким образом он охлаждает на 50% эффективнее. Шестиступенчатая коробка передач также обладает новейшей технологией смазки с впрыском масла в подшипники. Помимо легкосплавной рамы DCL Box, мотоцикл может похвастать 41-мм регулируемой вилкой с ходом 120 мм. А сзади устанавливается маятниковая подвеска с регулируемым моноамортизатором и ходом 140 мм. За торможение отвечает мощная система, состоящая из двух передних дисков диаметром 290 мм, 4-поршневыми суппортами и одного заднего диаметром 210 мм, которая работает отлично, учитывая сухой вес мотоцикла в 128 кг. 1991 году произошло обновление моделей. Suzuki RGV 250 Gamma получил индекс VG22. В этом поколении японцы решили сосредоточиться на улучшении управляемости спортбайка. В этом году RGV 250 получает новую перевернутую вилку с тем же диаметром 41 мм и новый задний маятник, называемый крыло чайки, который освободил место для двух выхлопных труб, они теперь поднимаются по одной правой стороне мотоцикла. Также малыш получил увеличенный 34-мм карбюратор Mikuni. Максимальная мощность увеличилась и теперь составляет 61 лошадиную силу и 40 ньютон-метров крутящего момента. Появились увеличенные до 300 мм тормозные диски. Последнее воплощение гоночного мотоцикла для дорожного использования с индексом VG23 появилось в 1996 году. Это поколение было не только лучшим в линейке, но и одним из лучших двухтактных спортбайков, когда-либо созданных в этом классе. В этой модели было решено переработать двигатель. Предыдущие RGV 250 приводились в движение 90-градусным двухтактным V-твином. Новый VG23 получил 70-градусный блок с меньшим диаметром цилиндра и более длинным ходом поршня, что придало ему размеры, близкие к квадратным, которые использовались в MotoGP. Шестиступенчатая коробка передач с близкими передаточными числами и сухое сцепление подчеркивали спортивные корни спортбайка.
Новая модель наконец-то получила вместо кикстартера электростартер. Мощность Suzuki RGV 250 Gamma VG23 сильно разнилась в зависимости от рынка, куда модель поставлялась. Самая задушенная версия выдавала всего 39 лошадиных сил. Также была версия с максимальной мощностью 48 лошадиных сил, а самая раздушенная полносильная версия SP выдавала аж 70 лошадиных сил. Вот это был настоящий маленький зверюга. Правда, на всех стоял ограничитель максимальной скорости на отметке 180 км в час. Сухой вес спортбайка составлял 134 кг, а в снаряженном состоянии малыш весил 164. Также по меркам двухтактников у него довольно высокий ресурс двигателя. До замены поршневой, учитывая постоянно высокие обороты, на которых живет этот спортбайк, мотоциклу удается проехать 30-40 тысяч километров. Так как VG23 производился до 1997 года включительно, было произведено всего чуть больше 2000 штук, поэтому мотоцикл очень редкий. Подводя итоги, можно отметить, что Suzuki RGV 250 Gamma, вне зависимости от поколения, мотоцикл в первую очередь для фанатов двухтактных спортбайков, который дарит бурю эмоций как на треке, так и за его пределами. What?